Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня 31 мая, на пороге у нас уже лето, а я сижу в теплой кофте, в теплых носках. Спасибо моим вязальным подружкам, которые позаботились о моих ножках, чтобы им было всегда тепло и уютно. Я всегда смеюсь, когда ближе к лету приходит такая пора, когда нужно надевать теплые носки. Теперь я понимаю, почему многие рукодельницы вяжут много носочков, имеют носочные коробочки, а вот именно на такие непредвиденные случаи. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как прошла моя неделя. После окончания учебного года, конечно, хотелось бы, чтобы уже наступало такое более спокойное время, чтобы все шло уравновешенно, спокойно, но так не получается. Так не получается, потому что за окончанием учебного года приходит другая пора, не менее активная, особенно в первой половине. В понедельник у нас был последний учебный день, мы завершили учебный год. Во вторник было торжественное мероприятие, последний звонок, а я, как первый учитель, была приглашена к своим выпускникам на это торжество. Было очень трогательно, эмоционально, очень приятно было посмотреть. Я, когда смотрю на своих выпускников, а у меня они в памяти, те малыши, которые приходили ко мне, и я как будто совершаю путешествие на машине времени. Да, вот они были такими, какими они стали. Эти детки были очень хорошие. Вообще у меня все детки хорошие, но ведь каждый класс запоминается особенно чем-то. И вот этот класс запомнился тем, что были очень добрые, душевные отношения. Да. И даже с родителями, с которыми мы встречаемся, все время с улыбкой, с какими-то добрыми воспоминаниями. Ну, а затем пошли дни, и я даже в какой-то момент просто потерялась, какой день недели вообще. То есть вот за этой суетой и беготней какой-то я уже стала теряться в днях недели. Дело в том, что сейчас, со следующей недели, начнутся экзамены у девятиклассников. Те, у кого есть дети, внуки, прекрасно знают, что дети ходят в другие школы, пишут обязательные экзамены, их 4, 2 обязательных, 2 по выбору. И вот я являюсь руководителем такого пункта проведения, отвечаю за все это, чтобы все было в порядке для экзаменов, и, соответственно, потом все отчеты, это все будет тоже на мне. Поэтому пока о том, чтобы все шло спокойно, как-то не особо получается. Но я вязала. У меня есть 2 готовые работы на этой неделе. Я думала, что будет 3. И уже даже вот так вот потирала ручки, говорила: «О, ура, у меня будет 3 работы». Но 3 пока еще не получилось. Не получилось. Но зато есть хорошие продвижения. И вы знаете, с такой вот холодной погодой, которая сейчас, хочется взять в руки теплую пряжу. Но я-то понимаю, что все совсем скоро эти холода уйдут, и будет опять теплая погода. Я приобрела вот такую пряжу Рафи SP, и мне нужно было связать в подарок. Я захотела связать в подарок сумку и косметичку. Сейчас я вам ставлю видео, где я вам показываю и рассказываю про вот эти 2 готовых проекта. У меня 2 готовых изделия из одной и той же пряжи. Мне захотелось сделать приятно одному очень близкому своему человеку. Она у меня едет на море уже совсем скоро отдыхать. Я подумала, почему бы не связать в подарок красивую пляжную сумку, а в дополнение к ней еще и косметичку. Ведь для нас, девочек, это все так важно. А потом косметички мы не всегда используем по прямому назначению. Ключи, кошелек, ключи, деньги, карту, телефон. Очень удобно иногда положить во что-то маленькое, чтобы это было в определенном месте. Я себе тоже вязала пляжную сумку 2 года назад.
И тогда я выбирала пряжу рафию просто по отзывам. Много разных видов рафии есть, но те, кто вяжет сумки, те знают, что одна из самых лучших считается рафия SP. И вот в этот раз я тоже решила заказать эту пряжу и попробовать из нее повязать. Пряжа не бюджетная. Одна бобинка стоит в пределах 1000 рублей, 980, по-моему, что-то так. Для моего комплекта вот мне потребовалось 1,5 бобинки. И что я вам хочу сказать, действительно, да, пряжа очень мягкая, пластичная, работать с ней очень удобно, нет такого дискомфорта, потому что ту сумку, которую я себе вязала, там рафия была жестче в разы. Также я детали отпаривала. Очень хорошо после отпаривания все разглаживается. В этот раз я выбрала натуральный цвет, называется он Крафт. Я заказывала на маркетплейсах, на маркетплейсе ВБ, чтобы побыстрее. Ну, у меня не было времени куда-то ходить, мне нужно было это сделать в течение недели. Я знала, что я могу сделать. Но я ходила и по магазинам, потому что у меня было очень важное мероприятие. Естественно, я проходила мимо разных магазинов, в том числе и там, где продают сумки. Хочу вам сказать, что сумки из рафии уже 3-й сезон не теряют своей популярности ни в большом количестве. Тоже, ну, как бы вот бросается это в глаза. Очень просто связанные. Единственное, что цена высокая. Перед тем, как вязать свою пляжную сумку, в подарок, я посмотрела, что предлагают бренды, какие вообще у них модели, как выглядят эти сумки. И когда я смотрела на эти модели, тоже несложные, простые, а цена $425, $385. Вот я подумала, как же все-таки здорово, что мы умеем вязать и можем сделать своими руками очень классную вещь и будем чувствовать себя очень комфортно. Значит, косметичка. Я вязала на основу, но она у меня уже была вторая. Давайте тогда косметичку попозже. Сначала я вам покажу. Это вот сумочка. Так вот поближе. Сейчас вот так подняла штатив. Так вот она выглядит. Смотрите. Тоже все здесь максимально просто. Сделала кнопку. Сейчас я просто положила туда большое полотенце, чтобы она имела форму. Ручки я вязала такие, чтобы можно было и в руках нести эту сумку, и повесить на плечо. Потому что нужно, чтобы было и так, и так. Сейчас я выложу оттуда полотенце и более подробно вам расскажу. Вот так выглядит эта сумочка. То есть, если ее складывать, например, да, то есть, если вы ее захотите сложить, можно ее вот так сложить. Как я вязала. Как я сказала, что я посмотрела сначала популярные бренды, рассмотрела их сумочки, и очень много мне попало в глаза, где вяжется боковые части и дно вот одновременно. Это такая полоска, да, прямоугольник. Я связала такой прямоугольник, отпарила его, измерила сантиметром, сколько у меня сантиметров, и разделила на 3 части. Выяснить, да, сколько мне нужно было набирать для вот этой вот части. Вот это лицевая часть и это спинка. У меня получилось, что вот здесь, да, у меня больше сантиметров я взяла, чем на высоту. То есть она не квадратная все-таки, а прямоугольная. Я решила по переду сумки пустить какой-то незатейливый узор. Очень много сумок, где используется именно филейная сетка, просто сетка. Где-то по передней детали можно видеть все с сеткой связано. Но я подумала, что ну зачем, да? Пусть будет какой-то такой узор незатейливый, да, все-таки, чтобы отличалась лицевая сторона от спинки.
Но чтобы здесь вот было очень-очень дыряво, и каждый видел, что там в сумке лежит, я сама так не люблю. И связала. Здесь получается, да, такой вот квадрат, да, прямоугольник. Все элементарно и просто. Вот я 3 дорожки пустила через 3 ряда. И все замечательно. Вначале у меня 2 ряда связано. А спинку сумки я решила связать просто столбиками с одним накидом. Все такой же высоты. Высчитала, сколько у меня столбиков. У меня получилось их 14 в высоту. Но я вяжу столбики полупатентные, удлиненные. Мне они больше нравятся. Почему? Некоторые меня спрашивают, да, почему я так вяжу. А потому что они подтянуты и не провисают у основания. Вяжу я крючком немало, достаточно много. Поэтому это все уже в процессе опыта. Ну и для сумки, посмотрите, очень даже хорошо смотрится. Вязала, да, вот эти отдельные детали. Перед тем, как соединять вот с этой частью, с длинной, и, конечно, все отпаривается. Все детали отпариваются перед тем, как их соединять. И у очень многих тоже сумок из рафии вот эти наружные швы. Вот практически у каждой, мало сумок, где нет этих швов. В основном все вот сумки с такими швами. Эта часть у меня связана просто столбиками без накида. А потом я думала, как мне ручки связать. Или их, ну, можно было пришивные сделать. Посмотрела, какие ручки. И вот мне понравился такой вариант. Высчитала, сколько мне отсюда отсчитать от краев, чтобы было все ровно. Можно же сделать ручки вот отсюда сюда. А я сделала вот ручку, видите, отсюда сюда. Здесь я набрала, вязала. На 7 у меня столбиков вязала, а здесь при помощи иглы я уже пришивала. Также сделала вторую ручку. Ручки также отпаривала. Я не люблю, чтобы сумки не имели никаких застежек, да. Молнию мне искать вообще некогда абсолютно, потому что это все, знаете, вязалось достаточно быстро. А кнопки магнитные у меня есть. И вот я пришила кнопку магнитную для подобной сумки. Я считаю, что это замечательно. Можно, то есть если не нравится, да, вот смущает вот эти вот боковины, то всегда можно сделать, чтобы это было вот так. Я не стала ничего это делать, потому что сумка пляжная. Я показала девушке, которой я связала в подарок. Ей понравилось. А я очень счастлива, что понравилось. Ну и чтобы, да, вот в сумку. Я, например, не всегда использовала ее как пляжную. Я и в магазин ходила по пути, потому что они вместительные. Они же очень легкие, эти сумки. И вместительные. И вот сюда не хочется никакого чехла делать. Ну, не хочется в эту сумку абсолютно. Я думаю, если я свяжу вот косметичку, чтобы ее можно было сюда убрать. У меня есть основа. Вы знаете, что я в прошлом году вязала много разных косметичек. И просто косметички на основе я пользуюсь ими. Дочь моя пользуется. А вот в подарок я не навязала много. Вот связала в комплект к этой сумке замечательной косметичку. Взяла основу. Не стала я придумывать никаких узоров. Просто столбиками без накида. Обычная, простая. Вот так вот я набрала, связала. Вот в эту часть связала. Отпарила. Соединила боковые швы. И рачьим шагом по кругу обвязала. И взяла, вот у меня, видите, черная молния, взяла в цвет нитки и аккуратно вот здесь по периметру пришила. У меня пришито вот здесь сверху. Еще немножечко отпарила утюгом. И вот очень часто делают такие вот штучки, не знаю, как они правильно называются, язычки на молнию, чтобы удобнее было расстегивать и застегивать. Вот такой у меня получился замечательный комплект. И уже связав эту сумку, я поняла, что я тоже себе обязательно свяжу к отпуску
пляжную сумку. Только я цвет хочу светлее, чтобы он такой был более песочный, что ли. Тоже свяжу себе косметичку, пляжную сумку, хочу шляпу. Мне нужна шляпа. И я думаю, что будет классно. Но не то, что прям вот шляпа-шляпа. Вот, может быть, такую сделать шляпу с не очень широкими полями. Так-то у меня есть, конечно, шляпа на пляж. Но она такая, знаете, смешная. А мне хочется интересную шляпу, брутальную, как модные слова сейчас, да, говорят. Поэтому я вам показываю, вот снимаю это видео специально заранее, потому что я это все уже отдам к тому времени, когда буду снимать свое основное видео. Ну а дальше я продолжала вязать свою рубашку абрикосового цвета. Вот ее-то я и думала, что я ее уже выведу в готовый, но так получилось, что у меня на съемке не было времени, то есть я только в субботу смогла, да, то есть что-то снять, вообще не было на неделю времени. Это спинка и передняя деталь, вот опять же я могла бы это уже вчера связать, но мне нужно опять же снимать передняя деталь, я ее не отпаривала, и со спинкой это очень заметно. Мне осталось что вывязать по передней детали. Видите, вот я дошла до горловины. Это разрез, горловина. Вот это нужно вывязать мне и вывязать скос плеча. И все, 2 рукава. Рукава будут короткие. Такие вот короткие рукава вточной. Я думаю, что на следующей неделе это уже точно будет готовым изделием. То есть продвижение у меня есть по этому изделию. Вот отпаренное полотно, оно, конечно, вообще другое. Мягкое, приятное. Будет хорошая рубашечка. Летняя, тоненькая, приятная, комфортная. И второе изделие, над которым я работала, это джемпер. Белый нарядный джемпер. Помните, я вам рассказывала про пряжу нашего отечественного производителя. Я почти связала спинку. Мне чуть-чуть осталось как раз вывязывать нужно горловину и скос плеча. Это пряжа отечественного производителя Хэмпас. Магазин у них сейчас называется О Тканье. Здесь даже написано, да, О Тканье. На маркетплейсах у них весь ассортимент пряжи. Это новинка. Это здесь смесовка, лен, хлопок, вискоза. Ниточка очень мягкая, приятная, комфортная. Она есть как однотон, так и меланж. Я выбрала однотон, именно белый цвет, потому что хочу, чтобы у меня был белый джемпер, знаете, нарядный. И я... Так, где у меня тут? Ага. Вот, посмотрите, как уже... Вот я вам подниму. Ну, здорово смотрится узор. Просто шикарный узор. Сразу же, кто у меня схемы просит, девочки, когда свяжу, я тогда уже все выставляю сразу, чтобы не было путаницы. Потом просто начинает возникать путаница. Нравится мне узор. Я еще думала, как мне вязать рукава. Но вот здесь полотно, знаете, такое очень мягкое, нежное. Даже нежнее, чем хлопковое микробукле, потому что здесь, конечно, вискоза, хлопок. Льна вообще не чувствуется. Лен же дает жесткость. Я, если бы не знала по составу, даже бы не сказала, насколько хорошо выработанная, да, пряжа. Хорошего качества. И вот я спинку практически уже завершила. Мне нужно вывязать скос плеча. И буду переходить на переднюю деталь. Вот я думаю, рукава мне вязать. Сначала я присмотрелась, есть ли лицевой гладь. Но здесь такой узор фактурный, что мне кажется, надо и рукава вязать тоже таким же узором, чтобы все смотрелось целостно. Да, мне кажется, так и нужно сделать. Единственное, что нужно стирать и смотреть, будет ли какая-то деформация изделия. Здесь же все-таки вискоза.
есть в составе, а мы знаем очень часто, что вискоза дает вытяжение полотна. И, конечно, нужно будет, вот свяжу одну деталь, постираю, чтобы мне уже быть уверенной. Рукава я буду, если вязать узором, то рукава будут вязать снизу вверх, чтобы узор не переворачивался. Хотя, ну-ка, в данном случае, давайте перевернем, посмотрим. Может быть, так. Так, запомнили. И вот так. Да, в принципе, этот узор пойдет и сверху. Вообще я люблю вязать рукава сверху по кругу. Мне очень нравится. И вот я смотрю, что этот узор, он, в принципе, и так смотрится абсолютно одинаково. Но если узор беру, чаще снизу рукава, именно чтобы узор не переворачивался. Раньше даже, ну не то, что не задумывалась, но раньше меня так это, наверное, не смущало. А чем больше вяжешь, хочется... Мне все время хочется, знаете, такого идеального результата. Но я люблю, чтобы вещи были аккуратно связанные, красивые, потому что мне нравится носить красивые вещи, аккуратные. Поэтому и этот джемпер тоже у меня продвигается. И думаю, что я постараюсь. Хотя, вы знаете, вот так вот тоже говорить. У меня на следующей неделе 3 экзамена. 3. И в субботу я работаю. Поэтому говорить заранее, как у меня получится, что я тут навяжу много разных проектов, я даже не буду об этом говорить. В дни экзаменов я могу и до 5, до 6 вечера даже находиться на работе, представляете, да? Вот. Но вот это изделие, я хочу его вывести именно, чтобы оно было уже завершенным. Я и сегодня буду с ним работать, поэтому, конечно, одно постараюсь точно сделать. Больше пока ни о чем не говорю. Но все будет обязательно. Рассказала вам о том, как у меня прошла неделя и мои готовые работы. Готовые работы есть, и это замечательно. Ну а вам всем я желаю хорошего солнечного настроения, чтобы было больше радостных моментов. Вяжите, творите. У кого-то сейчас, конечно, огородные дела, и всему нужно успеть уделить время. Ну что ж, это такая пора. Это такая пора. Самое главное, чтобы все были здоровы, потому что когда человек хорошо себя чувствует, то и все у него в руках спорится. Ну что ж, я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.